Игорь Владимирович, когда мы будем жить лучше? Это клевый вопрос, потому что меня тоже интересует. А почему цены на яйца растут? Карты правду говорят. Владимир Путин виноват, что в наших подъездах срут. Ай, какие вопросы, а? Привет, это специальный выпуск на канале номер 1 про бизнес и деньги. В конце этой недели Владимир Путин провел пресс-конференцию, на которой ответил на некоторые вопросы. Ну, не на некоторые, он вещал целых 4 часа, но успел ответить не на все вопросы. Ваши вопросы, которые вы задали, да, но не успели получить на них ответ, вот здесь. Мой редактор подготовил мне эти карточки. Я буду по ходу выпуска доставать эти карточки и отвечать. Но сперва все-таки несколько ответов, ключевые темы, которые обозначил Владимир Путин на своей пресс-конференции. Итак, поехали. Первое. Инфляция по итогам года ожидается 7,5, может быть 8%, а ВВП вырастет на 3,5%. Радоваться здесь или огорчаться? Да не знаю. Это официальная инфляция 7,5-8. На самом деле, если бы вы видели цены в магазинах, вы сами понимаете, на потребительские товары некоторые, цены взметнулись достаточно сильно. Если говорить о том, как подорожала или подешевела жизнь, на 7 ли процентов, я вам так скажу, жизнь среднего россиянина подорожала в целом на 20%. А что нам с того, что ВВП вырастет на 3,5%? Да ничего. Рост ВВП в основном в этом году — это прирост отраслей, которые не работают на гражданский сектор. Поэтому что для гражданского населения? Да, в общем-то, ничего, ведь это измерение ВВП включает в себя все, даже то, что не доходит до потребителя. Тем не менее, лучше рост 3,5%, чем падение, в этом не стоит сомневаться, потому что это рабочие места и так далее и тому подобное. Едем дальше. Безработица. Безработица, как сообщил Путин, держится на рекордно низком уровне 2,9%. С 1 января МРОТ повысит на 18%. Я так скажу, безработица 2,9% говорит вот о чем, что рабочих рук категорически не хватает. Очень многие отрасли не могут закрыть вакансии, поэтому не могут произвести продукты, соответственно, цены будут расти дальше и так далее. Поэтому на самом деле офигенским бизнесом сейчас является приведение в Россию мигрантов временно или приведение людей для того, чтобы ассимилировать их в России и поселить их здесь. Нормальная безработица — это 5-6%, тогда есть хоть какая-то конкуренция за рабочие места. При безработице 2,9% нет конкуренции за рабочие места. Честно говоря, иногда удивляешься, кого набирают в эти компании. Кто есть, потому что реально людей нет. Куда они все подевались, мы не знаем. Поразъехались, так сказать, куда-то. Раньше, я же говорю, жаловались, что понаехали, а теперь вот поразъехали, да, вот то густо, то пусто. А то, что МРОТ повысит на 18%, так это с одной стороны как бы хорошо, с другой стороны, а у кого из вас зарплата измерялась в МРОТах? Минимальный размер оплаты труда, а то некоторые говорят, ты ругаешься, МРОТ, МРОТ, ВРОТ. Я не ругаюсь, я говорю, минимальный размер оплаты труда — это скорее такая, цифра для расчета каких-то там штрафов, компенсаций и так далее, то есть сугубо техническая функция. И от того, что МРОТ повысит на 18%, ни густо, ни пусто. Третья новость от Владимира Путина. Второй волны мобилизации не будет. Будет ли третья, Владимир Путин не сообщил. Далее Владимир Путин подчеркнул, что задачи его на новом сроке будут укрепление суверенитета, обороноспособности и безопасности страны. При этом было достаточно очевидно, что Владимира Путина выберут на новый срок, судя по тому, что 80% населения поддерживают Путина согласно опросам и так далее. В общем-то, однозначно, конечно, выберут, потому что, а как? Далее Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время не стоит ждать нормализации отношений с Западом. СВО будет идти, пока не достигнет поставленных целей. Здесь достаточно четкий ответ, поэтому судачества раньше было много, сейчас его уже меньше, потому что, в целом люди уже привыкли, что Владимир Путин соблюдает некую позицию, его позиция неизменна. 5 моментов, которые я только что сказал, это основные сообщения. Но основная масса вопросов оказалась не отвеченной. И я сейчас буду отвечать, выходит, на те вопросы, которые вы задавали, а Владимир Путин не успел на них ответить. Я постараюсь размышлять о судьбах страны,
о судьбах нас как граждан, с позиции такого социально ответственного предпринимателя. Поэтому, кто хочет получить ответы на свои вопросы, давайте, поехали. Как у нас размешиваем колоды, чтобы не попался какой-нибудь подставленный вопрос. Так. Итак, Владимир Владимирович, подскажите, когда мы будем жить лучше? Игорь Владимирович, когда мы будем жить лучше? Вот как будто бы вы задаете мне этот вопрос. Я говорю, будем жить лучше скоро, но недолго. То есть мы можем, конечно, перекосить, то есть взять ситуацию, значит, и поставить ее таким образом. Пойти в банк, взять кредит, смотрите, и пожить как следует, ну, недельку. Ну, насколько денег хватит. То есть заплатить своим будущим и пожить настоящим какое-то время. Конец, вы знаете, да, долговая петля, удавка. Поэтому, когда мы будем жить лучше? Да никогда мы не будем жить лучше до тех пор, пока задаем такие вопросы. Я расскажу одну историю. Однажды в Йошкар-Оле, когда меня забросили через секретного миллионера, значит, я оказался в грузовике, ну, а именно там в кузове трактора, да, и он шатался там вот так вот, да, я там сидел, кстати, вот ссылку, наверное, прикрепите, да. И... Нас еще ждало осознание вот этого советского прошлого, что государство не должно, короче. Да нет, И все ждут, сидят, да так и есть. Вдруг вот этот замечательный человек из Йошкар-Олы, он мне говорит: ты знаешь, Игорь, в наших подъездах срут. Вот банально срут. Мало того, говорит, не просто там какие-то там пачки от сигарет бросают, бумажки и так далее. Понимаешь, срут. Я говорю, да ты что? И он говорит, ты знаешь, кто в этом виноват? Я говорю, кто? Боюсь предположить. И он мне говорит, Владимир Путин виноват, что в наших подъездах срут. То, что я был в шоке, это мало сказать. Я чуть не вывалился из этого кузова, на самом деле. И тут сидит напарник этого парня, и он такой говорит, ты что, совсем охренел, что ли? Путин-то здесь при чем, что в твоем подъезде срут? Ну вы возьмите в свои руки там наведение порядка, так. Он говорит, ты что, не понимаешь? Все провалили, понимаешь? Дискуссии не получилось. Вы посмотрите этот сюжет, по-моему, он красноречиво свидетельствует, что жить мы лучше точно не будем скоро, если люди ну реально ждут от президента, что президент Владимир Путин сделает что-то, чтобы люди жили лучше. Мы дали газ Китаю, дали газ Европе, а когда же в Хакасии будет газ? Вот это вопрос, не в бровь, а в глаз. Да, дали газ, как? Ой, ребята, с этим газом. Дело в том, что меня всегда удивляет, Россия с таким пиететом, да, относилась. Надо голубой поток сдать туркам, да? Надо поток 1, значит, поток 2, значит, дать немцам, надо силу Сибири дать китайцам, всем дали газу, да? Только с Северным потоком вы знаете, что сейчас случилось. По голубому потоку в Турции пока газ качается, но я думаю, тоже есть вопросики, да, долго ли это будет. Ну, а про силу Сибири вы знаете, это пока безальтернативный, фактически единственный маршрут, по которому есть исправное потребление в больших объемах, но там Китай единственный потребитель, он как бы может диктовать цены. Здесь очень интересный вопрос, почему Россия, обладая невероятно эффективным энергетиком, ну я так назову газ, да, до сих пор не газифицирует районы, а потому что невыгодно. Невыгодно, потому что когда Европа платила какие-то деньги, причем большие, да, было выгоднее строить эти трубы и так далее. Вот. А газ в Хакасии, ну и чего? В Хакасию газ произвести, и что заработает Газпром на этом? Ничего. Хакасия и дальше бы мучилась без газа, если бы не одно обстоятельство. Кирдык с поставками газа на Западную Европу. Поэтому газ-то девать некуда. Все, невозможно вывести газ. Газа добывается очень много в России. А вот куда-то его транспортировать Газпром не может. В результате возникает очень интересное обстоятельство. Смотрите, либо консервировать скважины, что бабки, чтобы потом опять ее расконсервировать, это, считай, надо по новой все положение. Да, либо добывать газ, смотрите, будьте сейчас внимательны, и куда-то его пристраивать, пусть даже за копейки, пусть даже за какие-то деньги.
Вот в результате Хакасия может радоваться, потому что реально Бог выкинул кости. Сейчас идет тотальная газификация, потому что, в «Газпроме» реально администрация президента сказала: ребята, продолжать работу раз, да, займитесь внутренними проблемами в России два. И это четкий посыл от Владимира Путина. Поэтому, ребята, Хакасия, газ в Хакасии, возможно, появится. Когда россияне будут есть черную икру? Да что ж такое? Ай, какие вопросы, а? Когда россияне будут есть черную икру? Да я вам так скажу, по себе. Я черную икру, собственно, и красную, наверное, лет 25 уже не ел. И что-то вообще меня не тянет. Однажды, находясь на Камчатке, я сильно объелся этой икры красной. Было столько рыбы, вообще было просто безумное количество рыбы, и мы что-то ели эту икру половниками, да. Вот с тех пор я икру не ем, поэтому вот этот вопрос для меня, он звучит следующим образом: ни черную икру, ни красную вот мне не надо, поэтому когда россияне будут есть черную икру, я вам так скажу, я вот икру не ем и вам не советую, баловство все это. Время турбуленций всегда использую для того, чтобы перегруппироваться, увидеть новые возможности, захватить их, и помочь ведущим предпринимателям сделать то же самое. Кто-то ходит в баню, кто-то ездит на рыбалку, кто куда на Новый год. Да. Я лично езжу с успешными предпринимателями в какую-нибудь теплую экзотическую страну, где мы проводим несколько дней вместе. И в этот раз я еду в Таиланд. Поэтому внимание всем предпринимателям с оборотом от 500 миллионов и с прибылью более 50 миллионов рублей в год. Внимание, внимание. С 3 по 13 января буду в Таиланде, проведу программу 5-дневную, и другие дни будем вместе делать бизнес-разборы, менторство, коучинг. Более 30 ведущих предпринимателей, топовых предпринимателей, суперуспешные люди для того, чтобы каждый из вас смог усилить существующий бизнес, или открыть новый бизнес и воспользоваться вот этими внешними обстоятельствами, где на руинах прошлой стабильности мы построим превосходящий бизнес империи. Когда прекратят повышать цены на все? Конкретно там на гречку, на яйца. Почему цены на яйца растут? Да почему цены на яйца растут? Я думаю, ответ на этот вопрос следующий. Экономика России устроена таким образом, что цены будут расти дальше, вне зависимости от хотелок кого бы то ни было. Центральный банк там борется с инфляцией, таргетирует, что-то ставки повышает, понижает. Экономические власти, финансовые власти, там, президент и так далее. Люди, которые говорят: вот, нам бы хотелось, чтобы цены там замерли. Когда было так, чтобы цены в России замирали? Почему? А такая особенность российской экономики. Российская экономика сегодня адсорбер мировой инфляции. Мировую инфляцию генерит Америка, распределяя необеспеченные триллионы долларов по всем третьим странам, и все, заставляя бежать национальный капитал в Америку, оплачивая вот эту вот вакханалию, вот и все. Таково устройство. И только страны, в которых сильная внутренняя экономика, сильное производство и так далее, этих стран инфляция может быть очень низкая. За счет чего? За счет так устроенной экономики. Я вам скажу, в каких странах очень низкая инфляция. Например, Швейцария. А знаете почему? А Швейцария очень привлекательна для капиталов, также привлекательна для капиталов со всех стран, с других. В Швейцарии высокотехнологичное производство высоких переделов. В Швейцарии много чего отличает нынешнюю Швейцарию от той Швейцарии, где только банки там и финансовые воротилы. Нет, Швейцария уже очень высокотехнологичная страна и так далее. Когда в России будет промышленное производство, технологии, и Россия станет привлекательной для капиталов из других стран, когда в России будут люди устремляться на обучение, чтобы здесь остаться жить, да, капиталы будут притекать в Россию, чтобы здесь инвестировать и получать пассивный доход и так далее, тогда все изменится. Будет ли это в ближайшем будущем? Нет, не будет. В целом, я вам так скажу, цены продолжат расти, ваши доходы, если при этом не будут расти, вы попадете в кассовый разрыв и так далее. Оно вам надо?
лучше, так сказать, соизмерьте свои амбиции со своими финансовыми возможностями, а мы пойдем дальше. Когда ТикТок откроют? Вот, это клевый вопрос, потому что меня тоже интересует. И этот вопрос я задам, значит, ну не Путину, Владимиру, да, а администрации ТикТока. Вы знаете, кто заблокировал ТикТок? Думаете, что, Путин, что ли, заблокировал? Я вот уточнил, но именно ТикТок сам заблокировал Китай, чтобы не попадать там на вторичные санкции и так далее и тому подобное. Поэтому да нет возможности у Путина ничего изменить, чтобы разблокировали ТикТок. Поэтому сорян. Кстати, я сам страдаю от этого. У меня в ТикТоке миллионная просто аудитория, и раньше через ТикТок я получал огромное количество отзывов о вас. Поэтому сейчас призываю вас, ну, подписаться на мой ВК, на Телеграм и так далее. Все эти соцсети будут, официальные соцсети под этим выпуском, потому что иногда люди до сих пор мне говорят, что мы подписались на какого-то Игоря Рыбакова. Я говорю, вы знаете, сколько Игоря Рыбаков аккаунтов, ну, фейковых? Поэтому под этим выпуском я оставлю свои реальные аккаунты, пожалуйста, будьте внимательны. Почему открывают институты для учебы на колдунов? Ведь раньше же их сжигали. Короче, ребят, недавно в Британии вот на полной серьезке ввели, ну, в очень респектабельном высшем учебном заведении курсы на магию. Ну, прям вот обучение магии. Вы знаете, спрос рождает предложение. То есть люди реально, ну, делайте нахер, у них есть там какие-то, видимо, пассивные доходы, или бабушка оставила какое-то наследство, или там дедушка какой-то, да? И людям делать нехер, и они идут и занимаются, ну, вот, обучением на магию, гадание там по звездам, там какие-то карты Таро, там еще нумерология и так далее. Вот всякая вот эта вот хрень, кстати, если вы пользователи какой-то вот этой нумерологии, астрологии и так далее, я и сам не против этого, иногда прикалываюсь, да, ну, у меня есть любимые цифры, ну, правда, есть любимые цифры, но я не верю ни в какие вот эти, знаете, там, что карты правду говорят или цифру правду говорят, вот это я не верю, поэтому если вы реально пытаетесь найти некую точку опоры в этой турбулентной жизни через обращение ко всяким там колдунам, тарологам, астрологам и так далее, ну, это как минимум, ну, глупо. Но с другой стороны, если это вам помогает найти точку опоры, так it's okay. Это, ну, нормально. Только вот, пожалуйста, не злоупотребляйте этим, потому что часто заканчивается, ну, плохо, если вы носите туда деньги, платите за это или еще подвисаете. Ну, это как бы гэмблинг. Поэтому мне очень интересно, кто написал этот вопрос. Раньше их сжигали. Ну да, раньше сжигали. Раньше много чего было раньше. А сейчас не раньше, сейчас позже. Пойдем лучше дальше. Почему чиновникам на периферии начинают оптимизацию с работяг, а не с себя? Я считаю, что каждый чиновник, каждый руководитель, если не позаботится о себе, то это очень глупо. Как так? Там даже в самолете написано: маску сперва одень себе. Очень часто, когда событие какое-то происходит, мы такие движимые каким-то благородством, да, мы начинаем не с того, чтобы самим сохранить кислород, возможность там быть дееспособным, а помогать кому-то. Ну и в результате, смотри, и сами умираем, и того, кому пытались помочь, он тоже умирает. Почему? Потому что, ну, толку-то от нашей помощи, если мы умерли, мы не смогли помочь, вот и все. Поэтому руководители, чиновники, ну, им необходимо позаботиться о себе сперва. Другое дело, что есть руководители или чиновники, или руководители, да, которые создают высокоэффективные рабочие места и, позаботившись о себе, делают так, чтобы работяги, служащие и так далее, да, были очень обеспечены, чтобы рабочие места были эффективными, чтобы зарплата была достойная и так далее. Ну и все. Поэтому если вы сейчас находитесь в компании или там бюджетной организации, где, ну вот, знаете, там руководитель начинает с себя, а на остальных им пофиг, так бегите оттуда, вот и все. Кто-то скажет: а куда мы убежим, если они все такие? Ну, я могу так сказать, не все. И среди чиновников, среди бизнесменов, предпринимателей очень много социально ответственных людей. Но мы продолжаем дальше. Планируются ли денежные выплаты супругам
за совместно прожитые годы. Вот у меня 4 детей, жена, и это для меня удивительная постановка вопроса, чтобы государство еще платило бы деньги за совместно прожитые годы. Но постановка вопроса меня прямо заинтересовала. Представляете, если бы действительно были выплаты, то тогда бы люди бы майнили стаж, и скрепы бы точно укрепились. Но если серьезно, в этом году около 1 триллиона рублей государство выплатило на поддержку семей с детьми, что важно. С одной стороны, с другой стороны, это говорит о том, что люди нуждаются, семьи нуждаются, и необходима государственная поддержка. То ли экономика у нас такая слабая, что люди не могут зарабатывать, и надо вот на субсидиях их обязательно поддерживать, иначе вот не очень это хорошо. Поэтому я бы предпочитал, чтобы у нас экономика развивалась, рабочие места были бы с высокой оплатой труда, и люди бы сами могли себе заработать. Да, и, конечно же, 1 триллион рублей пусть идет на поддержку нуждающимся семьям, но, может быть, самым нуждающимся увеличить выплату в 2-3 раза. Я бы, конечно, добавлял вот эту вот, знаете, не попытку ждать или требовать, или просить от государства увеличить помощь. Да не бездонный бюджет, все понятно. А переносил бы внимание, что чем эффективнее рабочие места, чем больше зарабатывают люди на своих рабочих местах, тем больше они могут сами оплатить. Вот так бы я ответил на этот вопрос. Поехали дальше. Почему россияне за 2 года могут построить 19-километровый Крымский мост, а в селе Цыпка Туапсинского района построить новый мост длиной 100 метров никто не может? Я вам так скажу, друзья мои. Необходимость в новых дорогах, в новых мостах, в объектах соцкультурного быта и так далее в России феноменальна. В основном деньги идут на стратегически важные объекты. Я, как Игорь Рыбаков, вам так скажу, что нет никаких возможностей у государства под названием Россия совладать с вызовами, свалившимися на нас в это время, если общество, если предприниматели, если жители общин местности не будут очень активно участвовать в решении насущных проблем. Вот и все. То есть, как говорили раньше, всем миром решать проблемы, это означает, слушайте, каждому занять еще более активную позицию. Поэтому, отвечая на вопрос, будет ли в селе Цыпка Туапсинского района новый мост длиной 100 метров, я вам так скажу, не будет. В России традиционно, если и будет, то лучше один мост длиной 20 километров, чем 1000 мостов по 20 метров. Не дойдет очередь до тех мостов, а даже когда дойдет, возникнет новый какой-нибудь проект, олимпиада какая-нибудь, еще что-то там, куда уйдут деньги. Потому что, слушайте, все-таки та слабость местного самоуправления, та слабая финансовая обеспеченность местного самоуправления — это хроническая такая, знаете, слабость о возможности заботиться о инфраструктуре местных каких-то общин. Практически все решения, которые принимаются в стране, они принимаются, давайте так, с федерального центра. Те, которые реально обеспечены деньгами. Есть еще несколько таких мегаполисов, у которых тоже приличные бюджеты, но в остальных местах, давайте так, это кошкины слезы. И есть другой вопрос. Слушайте, местная община может сброситься и построить мост. И не смейтесь сейчас и не говорите, что это полная херня. Я уже постоянно получаю информацию с мест и сам видел, когда люди скинулись и построили мост. Правда, им потом чиновники пришли и сказали, что вы делаете, беззаконие творите и так далее. Но они разобрались в результате. Давайте объединяться, давайте поддерживать друг друга и давайте сами строить эти мосты, больницы, дороги, школы и так далее. Ладно, если на мосты или на сложные объекты у нас пока там денег не хватает, но на детский сад, на начальную школу и так далее точно хватит. Поэтому здесь под этим выпуском будет ссылка на X10 движение, на про женщин сообщество. Подключайтесь, пожалуйста, становитесь частью сообщества успешных людей, объединяйтесь, поддерживайте друг друга и реализуйте свои замыслы своими руками. В каждой общине есть люди, кто могут дать руки, кто навыки, кто голову, кто деньги,
что называется, с миру по нитке. Вот и появился мост. Все у нас получится. Еще раз говорю, давайте вместе размножать хорошее, и пусть плохому места просто не останется.